Приветствую вас на канале про кино. Здесь мы говорим только про те проекты, которые достойны вашего внимания. Предлагаем вам уже 6-й сборник сериалов, рекомендованные нашими подписчиками. Мы и дальше ждем ваши рекомендации, которые войдут в будущие ролики с упоминанием вашего ника. А если ты уже смотрел что-то из перечисленного, напиши в комментарии свое мнение. И главное, обязательно подпишись на наш канал, если ты вдруг до сих пор этого не сделал. Ну а мы поехали! Это история о двух братьях. Старший, Линкольн, находится под стражей в тюрьме строгого режима Фокс-Ривер. Он приговорен к смертной казни за убийство, которое не совершал. Младший Майкл хочет спасти брата и устроить побег из тюрьмы. Для реализации своего плана он устраивает фиктивное ограбление банка. Так он попадает в ту же тюрьму, где ожидает казни брат. Когда-то Майкл работал в компании, которая занималась реконструкцией этой тюрьмы, а значит, у него есть подробный план объекта. «Побег» – криминальный драматический сериал. Это интеллектуальная, приключенческая и захватывающая история, которая поглотит вас с головой, пока вы не посмотрите его до конца. Многие зрители в своих отзывах пишут, что этот сериал лучшее из того, что они когда-либо смотрели. Затягивающий сюжет, прекрасная игра актеров, каждая серия как последняя, и все это в одном сериале. И будьте готовы, что вы можете выпасть на какое-то время из повседневной жизни. Сериал рекомендован нашими подписчиками Гивси и UserDFG. История берет свое начало в маленькой деревне на востоке Сербии. Тихий, добропорядочный местный житель, вооружившись автоматом, неожиданно для всех устраивает кровавую бойню, расстреливая 12 человек. Инспектор полиции Петр Чирич берется за расследование. Постепенно становится ясным, что причиной трагедии стал древний валашский ритуал, известный как «Черная свадьба». «Черная свадьба» – мистический детективный сериал сербских кинематографистов. В последние годы подобные зрелищные телесериалы встречаются нечасто. Это невероятно увлекательная история с мистическим подтекстом. Все персонажи очень колоритные, и у каждого есть свой скелет в шкафу. Это делает сериал еще более таинственным и запутанным. Авторы сериала кропотливо распутывают клубок противоречий и конфликтов, которые привели к чудовищной трагедии. Добротный сюжет и убедительная актерская игра сделали этот проект достойным внимания искушенного зрителя. Свою рекомендацию дал наш подписчик Иван Карманов. Тит Флавий Веспасиан вошел в историю как первый настоящий римский император. Опытный воин, взошедший на трон после кровопролитной гражданской войны. Внук крестьянина и сын всадника сам провозгласил себя императором. Чтобы положить конец внутренним конфликтам и утихомирить народную смуту, как хитрый и мудрый правитель, он дает народу хлеба и зрелищ. И все же патриции презирают Веспасиана за его происхождение. При первой же возможности они всегда готовы скинуть его с трона. «Обреченные на славу» – исторический драматический сериал, снятый для стриминга Peacock режиссером Роландом Эммерихом. «Звездные врата», «День независимости», «Годзилла», «Послезавтра», 2012, «Аноним» и «Падение Белого дома» – это не полный список популярных фильмов, которые были им сняты. В роли Веспасиана мы увидим двукратного обладателя премии «Оскар» Энтони Хопкинса. Почитатели его таланта прекрасно помнят роль Ганнибала Лектора в серии фильмов про легендарного маньяка. Вместе с ним мы увидим и целую команду зачетных актеров. Сериал рекомендован нашими подписчиками AlexNet и UserDFG. Еще вчера главный инспектор Анти, живущий в тихом финском городке, был вполне счастливым человеком, но так случилось, что от него ушла жена и жизнь потеряла краски. Чтобы справиться с потерей, он решает уйти с головой в работу. Именно в этот момент в округе начинают происходить странные смерти. Каждую неделю в местной реке находят утопленника. Все указывает на то, что молодые люди стали жертвами одного и того же убийцы. «Ледяная бездна» – финский детектив, основанный на популярной серии книг. Это увлекательный и тщательно продуманный сериал, который выделяется на фоне скандинавского нуара. Эта история не для тех, кто ценит в фильмах прежде всего динамику, а для тех, кто любит глубокое, атмосферное и психологически насыщенное повествование. Увлекательная сюжетная линия, прекрасная операторская работа и хорошо проработанные персонажи совокупно работают на создание внутрикадрового настроения. Сериал к обязательному просмотру всем любителям жанра рекомендует наш подписчик под ником Николай Долгополов. Действие этого сериала разворачивается в 2074 году. Уже прошло 45 лет, как планета пережила глобальную катастрофу. Причиной стал технологический сбой, после которого мир погрузился в средневековье. Теперь люди, разделившись на племена, ведут войны за территории и власть. Молодой парень Киана вместе с сестрой и младшим братом живут в лесу, где недавно обосновалось их мирное племя.
Они надеялись, что вдали от всех им удастся жить тихо и спокойно. Но загадочный черный куб, попавший в руки молодых людей, становится началом череды больших неприятностей. «Племена Европы» – немецкий фантастический мини-сериал. Те, кому зашел сериал Fallout, должны обязательно обратить внимание на этот проект. Сюжет начинает закручиваться с первых же минут и бодренько держится на протяжении всех 6 серий. И все же, думаю, этот сериал не для широкого зрителя. И уж точно не для той категории зрителей, которые любят глубокие вдумчивые истории, в которых каждая деталь важна. Скорее, это для тех, кто хочет отдохнуть, не заморачиваясь. Сериал для просмотра рекомендует наш подписчик под ником Артем Артемов. События этого сериала происходят в небольшом городке, расположенном в центральной части Соединенных Штатов. Все, кто очутился здесь, уже не могут выбраться. Героям сериала, оказавшимся в настоящей ловушке, придется столкнуться с таинственными существами, выходящими наружу после заката. Невольные жители стремятся выжить, но их преследуют ночные монстры из окружающего леса и тайны, скрытые в самом городе. Извне это интригующий, сильный и жесткий сериал, снятый в жанре ужасов. Из плюсов можно отметить прекрасную игру актеров и замечательное музыкальное оформление. В актерском составе Гарольд Перрино, известный киногурманом по роли Меркуцио в фильме «Ромео плюс Джульетта», Каталина Санрино Морено, получившая номинацию на премию «Оскар» за свою дебютную роль в фильме «Мария благодати полная», и Эйен Бейли, запомнившийся зрителям по роли Дэвида Кенниона Вебстера в сериале «Братья по оружию». Сериал для тех, кто любит пощекотать свои нервишки, рекомендован нашим подписчикам Клэр Розен. Эта история разворачивается на Средиземном театре военных действий в годы Второй мировой войны. Воздушная эскадрилья армии США базируется на одном из островов и совершает бомбардировки хорошо защищенной фашистской Италии. Джон выбрал длительное обучение на должность бомбардира в надежде, что война скоро закончится. Но его план не сработал, и теперь он сидит в носу Б-25, сбрасывая бомбы на территорию противника. Чтобы избежать опасных вылетов, он прибегает к разным хитростям. То притворяется больным, то тайно перемещает линию бомбометаний так, чтобы казалось, что их цель уже захвачена. «Уловка 22» – сатирический мини-сериал в жанре черной комедии. Сюжет основан на одноименном романе Джозефа Хеллера. В сериале снимались Кристофер Эбботт, известный любителям драм, по прекрасно исполненной главной роли в фильме «Джеймс Уайт», доктор Хаус Хью Лори и дважды оскароносный Джордж Клуни. Многие сходятся в том, что этот сериал один из лучших антивоенных проектов. Это увлекательная и остроумная история, рекомендована нашим подписчикам с ником Олег Коваленко. И опять-таки вставим свои 5 копеек. Первый сезон этого сериала повествует об одном из величайших ученых в истории человечества – Альберте Эйнштейне. Это история о 2 периодах его непростой жизни. Во втором сезоне рассказывается о 2 периодах жизни одного из величайших художников – Пабло Пикассо. Третий сезон – это история жизни и творчества королевы соул Ареты Франклин, возглавляющей список величайших солистов в истории. И четвертый сезон повествует о жизни Мартина Лютера Кинга-младшего. «Гений» – биографический драматический сериал «Антология». Роль Альберта Эйнштейна блестяще исполнил оскароносный капитан Барбосса Джеффри Раш. В образе Пабло Пикассо выступил оскароносный Антонио Бандерас. Сериал смотрится легко, отлично переданы эпоха, исторические события и личности главных героев. Все, кто любит биографические истории, обязательно должен посмотреть этот замечательный сериал. Если коротко характеризовать этот проект, то это гениальный сериал про гениальных людей. Надеюсь, создатели на этом не остановятся. На сегодня у меня все. Если тебе есть что предложить, пиши об этом в комментариях. И главное, обязательно подпишись на наш канал. Также ты можешь поддержать нас донатами, если, конечно, тебе нравится то, что мы делаем. Для этого есть ссылка в описании ролика. Всем пока-пока, услышимся!